Персидская притча. Волшебное перо. Было это в стародавние времена, когда Иран был еще могущественный, когда на троне сидели кеяниды и справедливой рукой правили Персией. И вот в те времена жил один знаменитый поэт. Звали его Арзуман. Любили его за его талант, за стремительный слог, за изящный язык и манеры, за умение затрагивать человеческую душу. И часто шах Кейко-Хосров приглашал его к себе, садился напротив, вел с ним беседы, слушал его новые стихи и восхищался. Вся Персия любила его, как величайшего поэта. Его одаривали, его приглашали как дорогого гостя на свадьбу, на радостные дни. Да просто хотели быть с ним, сидеть, говорить, услышать из его уст великие поэмы, перенестись мысленно в другие миры, в древние времена. Он мог внушить человеку любовь. Он мог открыть ему дороги жизни. Он мог показать ему тайну счастья. Он менял судьбы. Он был один такой. Неповторимый, великий поэт Арзуман. Но кроме друзей у него были и враги, и завистники, которые день и ночь молились о его падении. И искали они тайну его особенностей. Они хотели понять, в чем же секрет его таланта? Почему ему дано то, что не дано другим? И всеми силами хотели осрамить и опозорить его. И вот собирались воедино, совещались. Что еще придумать такое? Как бы еще испытать его талант? И вот в один из прекрасных дней шах Хосров объявил о том, что состоится великий поединок поэтов. А поединок поэтов – это величайшее событие, когда и старый млад, и князья, и простой народ собирались во дворце и возле дворца и слушали стихи тех, которых называли великими, которые были не такие, как все, которым было дано владеть словом. А ведь слово может убить, слово может воскресить. И каждый человек мечтает на этой земле встретить того, кто скажет ему спасительное слово. И вот готовились поэты со всех стран, из Хорасана, из Исфахана, из Гюлистана, из Рума самого, из Эллады, из всех сторон света. Шли и шли в Персию величайшие умы, чтобы состязаться и выбрать лучшего. И вот прослушали враги Арзумана про этот поединок поэтов и решили испортить ему все. Начали следить за ним, начали подниматься на башню его дома и высматривать через окно, что же он делает. А он работал, он создавал, он страдал, умирал и воскрешал. И снова садился
и снова доставал перо и пергамент и трудился. И вдруг однажды один из его врагов, который следил за ним, увидел, как тот почтительно поцеловал перо, положил на пергамент и ушел отдыхать. И его осенило. «О, величайший Яздан!» — сказал он. «Теперь я знаю. Я знаю секрет этого человека. Все дело в этом пере. Это перо волшебно. Вот это перо и пишет за него все это. Нужно лишить его этого пера, и тогда с ним будет покончено», — подумал он. Тайком зашел через окно и украл перо. Принес, показал, рассказал все, что видел. Враги ликовали. Они устроили пир. «Ну вот теперь ты с Арзуманом покончила», — подумали они. «Вот так-то, старик. А ты хвалишь свой талант, ум, знание, мудрость. А все дело в том, что это перо волшебно. Как оно тебе досталось, мы не знаем. Но теперь ты повержен», — думали они. Потому что осталось несколько дней всего лишь. И навряд ли он бы успел за эти несколько дней найти новое волшебное перо. Он погиб, говорили они, и пили за свою победу. Прошло несколько дней. Собрался народ, собрались военачальники, пришел царь со своей свитой, и вся Персия, затаив дыхание, ждали начала великого состязания слова, мысли и гения поэтов. Выступали многие. Их слова были настолько пронзительны, словно стрела, били по сердцам людей. Люди плакали, люди ценили их великий талант, возносили великих, талантливых, гениальных людей. Когда пришел черед Арзуманта, он вышел и стал читать свою поэму. С кривой улыбкой, с иронией на лице наблюдали за ним его недруги. «Вот и пришел твой черный час», — подумали они. «Ну, старик, готовься к провалу». Арзумант читал стихи про величие любви, про счастье на земле, про геройство, про дружбу, про преданность, про жизнь и смерть. И люди, затаив дыхание, слушали и слушали его. Когда он дочитал свою поэму, все поэты встали с места, подошли и поклонились ему, и признали его первенство. Великими почестями шах отправил его домой. Народ ликовал, несли его на руках, а враги негодовали. Они бледнели, они чернели от злости, потому что их план провалился. Когда он дошел до дома, все же один из них не выдержал и подошел к нему. Посмотрел ему в глаза и спросил: «Ответь мне, старик, как же ты успел найти другое волшебное перо за эти дни? Насколько же ты хитер, я об этом не подумал. Значит, у тебя еще одно перо было где-то спрятано». «Я не подумал об этом», — сказал он, — «но в следующий раз я буду знать». Старик добро улыбнулся и ответил ему: «Дорогой мой друг», — сказал он, — «мне жаль, если ты подумал, что весь мой талант и все, что мне дано от богов, спрятано в этом пере. Да, ты прав, впрочем, это перо волшебно,
но оно становится волшебным в волшебных руках. Сказал он, отвернулся и вошел в свой дом. Недруг ничего не понял. Ну вот понял ли ты, дорогой слушатель? Когда человек добивается успеха, все ищут секрет его успеха. Всем кажется, что тебе просто незаслуженно повезло. Что ты просто попал в какой-то удобный момент, оказался в нужное время, в нужном месте. И тебе несказанно повезло, просто так, незаслуженно. И твои недруги ищут секрет, ищут тайну. Они пытаются объяснить себе секрет твоего успеха. И начинают тебе подражать. Им кажется, что секрет твоего успеха – это в твоей прическе, видимо. Или в манере говорить. Они начинают повторять за тобой, думая, что если они сделают то же самое, то этот успех придет и к ним. Но им невдомек, что секрет твоего успеха не в прическе, не в одежде, не в манерах. Секрет твоего успеха в твоей душе. Твоя душа излучает в этот мир то, что не дано другим. Ты даешь миру то, что не могут дать другие. И какая бы у тебя ни была прическа или одежда, или манера говорить, ты все равно будешь любима миром, а они нет. Даже если они будут одинаковы с тобой, даже если они будут подражать тебе во всем, они не достигнут того, что достиг ты. Да, это перо волшебно, но только в волшебных руках.